Зачарованный увлечением дикой природой, Дилан углубился в заснеженный лес, чтобы заснять оленей в их естественной среде обитания. Он и не подозревал, что если бы не запечатлел на камеру то, что произошло в тот день, никто бы не поверил его рассказу. В тот день Дилан был в своей стихии, полностью поглощенный своей фотосессией. Он тщательно замаскировал себя белыми одеялами, чтобы не выделяться на фоне заснеженного леса. Неподвижно лежа на замерзшей земле, он затаил дыхание, держа камеру наготове. Дилан сфокусировал объектив на величественном олене Мула, отдыхающем на близлежащей поляне. Животное не обращало внимания на его присутствие, спокойно перебирая ветки в поисках пищи. Дилан сделал несколько снимков, запечатлевая каждый момент, не мешая съемочному объекту. Отключив вспышку и выключив звук камеры, он работал незамеченным, сохраняя мирную атмосферу, в которой находился олень. Пока олень мирно пасся, Дилан переключился в режим видеосъемки, запечатлевая его безмятежные движения на заснеженном фоне. Свежий зимний воздух был наполнен тихими чавкающими звуками, когда он делал кадр за кадром, полностью погружаясь в момент съемки. Палец Дилана завис над затвором камеры, и спокойное поведение оленя внезапно изменилось. Его уши навострились, подергиваясь при каждом звуке. Олень огляделся по сторонам, его глаза забегали из стороны в сторону. В одно мгновение олень вскочил на ноги, напряженный и готовый бежать. Его ноздри раздулись. Он почувствовал потенциальную опасность. Дилан почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Неужели олень заметил его? Нет, он знал, что хорошо спрятался, так что же его потревожило? Хищник поблизости. Еще одно животное, конкурирующее за пищу. Любопытство Дилана побуждало его исследовать местность. Но опыт подсказывал ему, что лучше оставаться незамеченным. Если он раскроет себя, это отпугнет оленя и лишит его шанса получить редкие кадры. Дилан оставался неподвижным и молчаливым, надеясь, что терпение подскажет ответ. Он не сводил глаз с оленя, ожидая его следующего движения. В воздухе повисло напряженное ожидание. В этот момент любопытство Дилана перешло в шок, когда в поле его зрения появилась канадская рысь, которая с громким криком бросилась на оленя. Олень мгновенно отреагировал, вскинув голову, чтобы защититься. Рысь, застигнутая врасплох, была сбита с ног и упала на мерзлую землю. Но стойкость кошки была ошеломляющей. Она вскочила, готовая нанести новый удар. Олень, предвидя следующее движение рыси, нанес мощный удар задними лапами. Голова кошки откинулась назад, и она рухнула на землю, на мгновение оглушенная. Разница в размерах между двумя животными была ошеломляющей. Олень возвышался над рысью, но свирепость и ловкость кошки делали ее грозным противником. Наблюдая за напряженной битвой, Дилан восхищался хитросплетениями природы. Размеры и сила оленя, казалось, не могли сравниться с хитростью и проворством рыси. Эта неожиданная встреча продемонстрировала хрупкое равновесие сил в дикой природе. Дилан был рад стать свидетелем такого редкого и внушающего благоговейный трепет зрелища. Страсть Дилана к природе не знала границ. Он наслаждался ее красотой, запечатлевая в объектив каждый захватывающий момент. Он фотографировал и записывал видео, сохраняя природу, от ярких растений до высоких деревьев и величественных животных. Его социальные сети стали настоящей сокровищницей потрясающих визуальных эффектов, привлекая миллионы подписчиков. Любовь Дилана к природе, как заядлого путешественника, привела его в захватывающие приключения по всему миру. Он путешествовал по пышным джунглям Африки. Каждая поездка была незабываемым опытом, наполненным волнением и удивлением. Путешествуя и занимаясь фотографией, Дилан поделился своей страстью со всем миром. Его присутствие в интернете росло, и он приобрел репутацию ведущего любителя дикой природы. Однако для Дилана
никогда не было важно, кто он такой – слава или последователи. Он хотел погрузиться в великолепие природы и сохранить ее красоту для других. Но карьера Дилана, фотографа дикой природы, не была лишена препятствий. Он часто сталкивался с бюрократическими сложностями, такими как визовые проблемы или проблемы с паспортом. Один особенно неприятный случай заставил его задержаться на неделю, когда у него украли паспорт во время тура. К счастью, местная полиция оказалась полезной, и вместе они выследили вора. Однако административные неудачи меркли по сравнению с ситуациями, опасными для жизни. Дилан обернулся. Его профессия часто подвергала его риску, и несколько раз он едва избежал смерти. Во время выслеживания льва, преследующего свою добычу, произошел один случай, от которого у Дилана замирало сердце. Дилан не заметил, как забрел в укрытие змеи. Внезапно большой бирманский питон обвился вокруг ноги Дилана, усилил хватку и впился челюстями ему в бедро. Адреналин хлынул в кровь Дилана. Он сохранял спокойствие, вспоминая свои тренировки в дикой природе. Он знал, что констрикторы так просто не разжимают хватку. Он медленно потянулся к рации, вызывая экстренную помощь. Укус змеи. Констриктор. Нужна эвакуация. Когда прибыла помощь, Дилан лежал неподвижно, стараясь не сопротивляться. Спасатели осторожно извлекли змею и стабилизировали Дилана для транспортировки. Это испытание потрясло его. Дилан засомневался, стоит ли рисковать, увлекаясь фотографией дикой природы. Не слишком ли безрассудно он испытывал судьбу? Но, размышляя о своем опыте, он понял, что его страсть осталась неизменной. Он любил джунгли, их обитателей и истории, которые они рассказывали через его объектив. С новой осторожностью и уважением к дикой природе Дилан понял, что может продолжать заниматься любимым делом, делая захватывающие дух снимки и сводя к минимуму опасность. Его решимость окрепла, и он с нетерпением ждал следующего приключения. Его настойчивость окупилась, когда он записал захватывающие кадры, на которых лев сражается с другим львом за свою пару. Воодушевленный своим успехом, Дилан продолжил выслеживать различных диких животных, включая величественного тигра. С каждой встречей его уверенность росла, а страх отступал. На собственном опыте Дилан усвоил основное правило джунглей – выживает сильнейший. Сильные охотятся на слабых, в то время как слабым приходится спасаться бегством. Казалось, этот вечный принцип управляет миром природы, и Дилан верил, что со временем он будет только усиливаться. Для него природа подчинялась простой формуле. Каждое существо знало свою роль и придерживалось ее. Но в тот роковой день его давние предположения рухнули. В тот день Дилан не случайно оказался в лесу близ Форт Сент-Джона, Британская Колумбия. Он был там специально, внимательно следя за оленем в течение нескольких часов. Ранее, тем утром, он впервые заметил оленя, который грыз ветки на лесной подстилке. Пораженный красотой животного, Дилан незаметно сделал несколько снимков. Но вскоре он заметил, что олень забеспокоился, его уши нервно дернулись, а тело напряглось, как будто он почувствовал присутствие другого существа поблизости. Дилан не заметил ничего необычного, но продолжал завороженно наблюдать. Затем высокая трава перед оленем зашелестела, заставив животное в тревоге замереть. Его мышцы напряглись. Внезапно что-то маленькое выскочило из кустов, напугав оленя. В мгновенном рефлексе животное бросилось вперед, дрыгая ногами. Сердце Дилана бешено заколотилось, когда он увидел, как копыто оленя ударило животное поменьше прямо в голову, повалив его на землю. Он быстро увеличил изображение на своей камере и понял, что это был детеныш рыси, слишком маленький, чтобы гулять одному. Шерстка у него была тонкая, и он казался невесомым и хрупким, как будто был не совсем здоров. Дилан затаил дыхание,
наблюдая за детенышем в надежде увидеть, как тот зашевелится. Но по мере того, как проходили минуты, а маленький зверек оставался неподвижным, надежда Дилана начала таять. Приблизив изображение, он заметил, что легкое движение грудной клетки полностью прекратилось. Детеныш больше не дышал. В этот момент трава снова раздвинулась, и появилась взрослая канадская рысь. Сначала она двигалась осторожно, потом заметила своего детеныша, неподвижно лежащего на земле. Издав тихий звук, она приблизилась и легонько толкнула маленькое тельце носом, словно пытаясь разбудить его. Она нежно лизала его шерсть, издавая тихие ракочущие стоны, каждая из которых становилась все тише и отчаяннее. Казалось, постепенно она начала понимать, и через несколько долгих мгновений она лежала рядом со своим детенышем, склонив на него голову в молчаливом горе. Тем временем олень, словно испугавшись того, что он сделал, развернулся и бросился к деревьям. Дилан сделал несколько снимков убитой горем матери, запечатлев неожиданный момент. Затем с тяжелым сердцем он тихо продолжил преследование оленя, держась на почтительном расстоянии. Он думал, что случившееся было единичным случаем, трагической ошибкой, когда олень набросился на рысь, и она будет горевать о своем потерянном детеныше, но он ошибался. Казалось, что из-за потери рысь стала более агрессивной и защищающейся, чем раньше. Дилан не знал, что рысь-самка начала рыскать по окрестностям, руководствуясь обостренными инстинктами, чтобы защитить свою территорию. Когда ее пути пересеклись с оленем, она бросилась в атаку. Ее инстинкты, обостренные травмой от потери, были полны решимости отогнать любую угрозу со своих охотничьих угодий. Дилан неподвижно лежал на холодной земле, наблюдая за жестокой борьбой между оленем и канадской рысью. Их напряженная схватка была редким исключением из типичной динамики джунглей. Беспокоясь о собственной безопасности, Дилан оставался на месте, избегая любых движений, которые могли бы спровоцировать животное. Олень изо всех сил пытался избавиться от рыси, но настойчивость кошки была неумолимой. Дилан наблюдал за происходящим со смесью грусти и благоговения, понимая, что рысь ведет себя целеустремленно. Горе и боль, казалось, подстегивали ее атаку. Каждый раз, когда рысь отпустила, она снова набрасывалась на свою жертву, глубоко вонзая когти и зубы в плоть оленя. Массивные рога оленя бешено замахивались, но рысь ловко уворачивалась. Ее свирепость усиливалась по мере того, как сопротивление оленя ослабевало. Олень споткнулся, его ноги задрожали под его весом. Рысь воспользовалась возможностью и прижала свою жертву к ближайшему дереву. Отчаянные крики оленя эхом разносились по лесу, когда он пытался вырваться на свободу. По мере того, как разгоралась битва, силы оленя начали таять. Его движения замедлились, а сопротивление ослабло. Хватка рыси оставалась непреклонной, ее когти глубоко вонзились в плоть оленя. После последней тщетной попытки убежать, тело оленя обмякло, ноги подогнулись. Рысь продолжала цепляться за свою жертву, ее ярость постепенно утихала. Дилан понял, что олень скончался от полученных травм, и в лесу воцарилась мрачная тишина. Рысь, измученная и опечаленная, осталась рядом со своим поверженным противником. Дилан надеялся, что рысь объявит о своей победе и уйдет, оставив безжизненное тело оленя позади. Очко за очком, но дальнейшие действия кошки определили его ожидания. Вместо того, чтобы уйти, рысь стояла рядом, наблюдая за своей раненой добычей с нервирующим напряжением. Ноги оленя продолжали дергаться и подгибаться, рефлекторно реагируя на мучительную боль. Рысь, казалось, почувствовала, что ее работа выполнена, и решила наблюдать за последними мгновениями издалека. Только когда олень замер, рысь снова приблизилась. С торжествующим видом она стояла над своей побежденной добычей, осматривая окрестности пронзительным взглядом,
словно бросая вызов любому потенциальному противнику, который попытается оспорить ее господство. Дилан застыл в своем укрытии, в нем бурлила смесь эмоций. Он почувствовал, как его охватывает глубокая печаль, сожалея о своей неспособности вмешаться в ситуацию с оленем. Но демонстрация силы рыси повергла Дилана в благоговейный трепет. Наблюдая, как кошка расправляется с животным, в 4 раза превосходящим ее по размерам, Дилан осознал реальность собственной неуязвимости. Дилан понял, что вмешательство было бы бесполезным, если не безрассудным. Скорость и проворство рыси намного превосходили его собственные возможности. Лучшим вариантом для него было оставаться в укрытии, избегая любой возможной конфронтации. Когда кошка исчезла в подлеске, благоговение Дилана перед тайнами природы усилилось. Он только что стал свидетелем невероятного подвига. Кошка, которая была в 4 раза меньше своей жертвы, вышла победительницей. Встреча казалась почти сюрреалистичной, и Дилан знал, что если он поделится этой историей без доказательств, ему мало кто поверит. К счастью, камера Дилана запечатлела каждый момент напряженной битвы. Эти кадры укрепят его репутацию ведущего документалиста о дикой природе. Эта мысль взволновала его, но его внимание переключилось на оленя, который теперь был неподвижен и безжизненен. Дилан остановил съемку, снял чехол с камеры и осторожно приблизился к оленю. Опустившись на колени рядом с оленем, Дилан прошептал слова извинения, признавая свою неспособность вмешаться. Он осознал суровую реальность джунглей, где выживание зависит от силы и инстинкта. Дилан благоговейно закрыл оленю глаза, отдавая дань уважения павшему существу. Затем он собрал свои вещи, готовясь к долгому возвращению к машине. Пока Дилан шел пешком, его чувства были обострены, он прислушивался к любым признакам присутствия потенциальных преследователей. Звуки джунглей, шелест листьев, треск веток приобрели для него новое значение, напоминая о вездесущих опасностях. Его опыт убедил его в важности уважения и осторожности в дикой природе, и он следовал этому уроку на каждом шагу. Он не мог отделаться от ощущения, что рысь, возможно, заметила, как он приближается к оленю, и теперь выслеживает его. Он знал, что она все еще горюет, и не хотел стать следующей мишенью для ее мести. От этой мысли у него по спине пробежали мурашки, поскольку он понимал, что не в состоянии защитить себя от такого грозного хищника. Дилан крепче сжал сумку и ускорил шаг. Наконец деревья расступились, и вдалеке показалась его машина. Облегчение Дилана возросло, когда он добрался до машины и надежно заперся внутри. Когда двигатель с ревом заработал, Дилан глубоко вздохнул, почувствовав, как его захлестывает волна облегчения. Когда Дилан наконец добрался до своего офиса, он поспешно перенес отснятый материал на свой компьютер и приступил к монтажу. После завершения работы над видео он разместил его на своих платформах социальных сетей, ожидая бурной реакции. Реакция была ошеломляющей. В течение нескольких часов видео набрало 1000 просмотров, сопровождаясь потоком комментариев, выражающих благоговение и изумление. Зрители были ошеломлены тем, как бесстрашно рысь расправилась с оленем, несмотря на то, что она была намного меньше. Размеры и сила оленя не шли ни в какое сравнение с выносливостью, уверенностью, скоростью и проворством кошки. По мере того, как видео распространялось со скоростью лесного пожара, количество просмотров и лайков росло. Но не всех убедили невероятные кадры Дилана. Некоторые зрители усомнились в их подлинности, обвинив его в том, что он сфабриковал видео, чтобы набрать просмотры и лайки. Дилана не смутил скептицизм. Уверенный в легитимности видео, он открыто призвал сомневающихся внимательно изучить отснятый материал и убедиться в его подлинности. Тем временем популярность видео продолжала расти,
привлекая внимание местных новостных агентств и блогеров. Внимание прессы привело к тому, что Дилана пригласили рассказать свою историю в местной новостной программе. Он с радостью согласился, радуясь возможности рассказать о своем опыте. Во время интервью Дилан страстно рассказывал о том, как стал свидетелем напряженной битвы между рысью и оленем. Он живо описал напряжение и страх, которые повисли в воздухе, когда жизнь оленя покинула его. Интервью еще больше увеличило популярность видео, укрепив репутацию Дилана как талантливого документалиста о дикой природе. Число его подписчиков резко возросло, и его аккаунт стал популярным среди любителей дикой природы. Число просмотров выросло в геометрической прогрессии. Дилан также поделился потрясающими фотографиями, которые он сделал во время встречи с рысью. Он также сделал смелое заявление. Он вернется в лес, чтобы выследить рысь и задокументировать ее следующую охоту. Движимый целеустремленностью, он поклялся не останавливаться на достигнутом, искать новые и захватывающие моменты, которыми можно поделиться со всем миром. Преданность Дилана своему ремеслу привела его ко многим захватывающим приключениям, и он с нетерпением ждал открытий, которые ждали его впереди. Какая захватывающая история! Дилан был по-настоящему смелым, раз поддался такой опасной страсти. Что бы вы сделали на его месте? Дайте нам знать в комментариях ниже. Обязательно нажмите кнопку «Нравится» и «Подписаться». Увидимся в следующем видео.